Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет! С вами Людмила, и сегодня предлагаю вам связать вместе со мной такие замечательные, шикарные мокасины. Для вязания этих мокасин понадобится подошва, пряжа, крючок 2,5 миллиметра. Что касается пряжи, это Melissa Cool, удивительная пряжа, у нее нить не расслаивается, очень хорошо вяжется, вообще красивая очень. 80 грамм, 220 метров, стопроцентный акрил, и у нее крючок тут понадобится 2,5-3 указан, ну как и есть. И начинаем мы с подошвы. Сначала обвязка подошвы. Я подошву пробила, проколола на расстоянии пол сантиметра, отверстие сделала по всей окружности. И вот теперь просто обвязываю в каждое отверстие по 2 столбика без накида по всему кругу. Крючок я менять не буду, вот от начала до конца у меня будет крючок 2,5 миллиметра. И вот таким образом обвязываем мы всю подошву. Это будет у нас начальный базовый ряд. И доходим до конца ряда. В конце ряда соединительный столбик. И вот сейчас мы эту петлю, которая у нас осталась, нить не обрезаем, а переносим на маркер. Начинаем вязать пятку. Надо сделать подъем на пятки, и поэтому будем вязать вот отсюда с краю. Прокладываем нить эту, и вот примерно с этого расстояния, где-то вот у нас тут по 2 петли, отсчитываем от центральной 4 вправо, 4, 5, этого будет достаточно, и начинаем вязать столбиками без накида. Вот я поставила крючок прямо на пятой вот этой паре из столбиков. Отсюда и буду вязать. Вяжем до середины, вот до маркера, столбики без накида. Дошли до маркера, теперь снимаем с маркера петлю на крючок, провязываем ее вместе с этой петлей столбиком без накида. Теперь на другой стороне пятки отмеряем точно такое же количество петель и поставим маркер. Вот теперь будем дальше вязать от центра до маркера, также продолжать столбиками без накида. Здесь также снимаем с маркера петлю, провязываем ее столбиком без накида. И дальше провязываем еще 3 столбика без накида. Последнюю петлю переносим на маркер. Протягиваем нить на другую сторону
начинаем вязать пятку с этой стороны. Отступаем 3 петли вперед и начинаем провязывать, обвязывать пятку столбиками без накида. Три петли провязываем просто столбики без накида, а дальше, вот где у нас уже 2 ряда есть, мы будем вязать один столбик без накида из петли предыдущего ряда, второй столбик без накида из петли на ряд ниже, потом снова из петли предыдущего ряда и из петли на ряд ниже. Довязываем так до конца, вот сюда до маркера. Здесь вместе с последней петлей снимаем петлю с маркера, провязываем столбиком без накида и затем добавляем 4 столбика без накида. Провязали дополнительно 4 столбика без накида, петлю переносим последнюю на маркер, протягиваем нить на другую сторону, нить протягивайте сзади, чтобы она точно потом не тянула. Здесь отступаем вперед на 4 петли и вяжем следующий ряд. Четыре петли вяжем столбиками без накида, а там, где у нас уже был рисунок, длинные короткие петли чередовались столбики, поэтому над длинным столбиком вяжем короткий, над коротким длинный. То есть над длинным из петли предыдущего ряда, над коротким вяжем из петли на ряд ниже по рисунку в шахматном порядке. Так как мы все время вяжем только по лицевой стороне, рисунок всегда очень хорошо видно. Доходим до этой стороны, до маркера, делаем то же самое с последней петлей, снимаем петлю с маркера, провязываем столбиком без накида
И теперь отсчитываем, провязываем еще 5 столбиков без накида. Снова переносим петлю на маркер, протягиваем нить на другую сторону и здесь будем отступать 5 петель вперед. Теперь вот с этого ряда мы первый сделали 3 петли, потом 4, теперь 5. Теперь идем по 5 петель. И так провязываем еще, пока мы не поднимем пятку до необходимой высоты. На этой стороне потом 5 петель вперед, отступаем, возвращаемся, 5 петель вперед, отступаем, возвращаемся. И так продолжаем до нужной высоты. Вот всего я провязала 9 рядов в высоту. По 5 петель я добавляла 9 раз. Теперь дальше вяжу столбиками без накида. Вяжу столбики без накида до начала узора. Потом по узору, затем дохожу уже сюда, опять же в этот, на эту сторону и продолжаю вязать по узору. И таким образом по узору я должна провязать еще 4 ряда. И вот провязала я уже еще 4 ряда, получается уже на пятке у нас 9 плюс 4, 13 рядов. Пока останавливаемся вот здесь сбоку, находим середину переда, отмечаем эту середину маркером, центральную петлю. Надо хорошо выверить, чтобы это было ровное потом вязание. И отмечаем эту центральную петлю маркером. От этой центральной петли вправо и влево отсчитываем по 8 петель и ставим тоже маркеры. Теперь провязываем оставшиеся петли по рисунку до первого маркера. Доходим до маркера, снимаем его и в эту петлю, где был маркер, вяжем столбик без накида и 2 воздушные петли. Накид. И в следующую петлю протягиваем нить, не провязываем. Еще накид и в эту же петлю протягиваем нить и не провязываем. На крючке у нас 5 петель. Накид, пропускаем 2 петли и в третью протягиваем нить
и держим на крючке, не провязывая. Затем снова накид, протягиваем нить в эту же петлю и тоже не провязываем. Все петли, которые мы набрали, пока держим на крючке. Накид, пропускаем 2 петли и в третью снова протягиваем нить, не провязываем. Накид и в эту же петлю еще раз протягиваем нить, не провязывая. Вот теперь у нас на крючке 1 раз 5 петель и 2 раза по 4. Теперь берем пальцами нить вот таким образом и держим ее, и крючком протягиваем эту нить, придерживая пальцами, протягиваем ее через все эти петли, вот так. Вот этот конец, который держали на крючок, затем подтягиваем нить и провязываем столбиком без накида. Две воздушные петли. И теперь сюда же, откуда идут воздушные петли, накид, вытягиваем нить, еще раз накид, вытягиваем нить, держим на крючке. Теперь в основание вот сюда проделываем то же самое. Накид, вытягиваем нить, накид, вытягиваем нить. Дальше пропускаем 2 петли и опять набираем 2 вот таких как бы полустолбика, не законченных столбика, накид и петля, накид и петля. Теперь также держим нить, протягиваем ее через все эти петли. Конец нити, который держали, ставим на крючок, подтягиваем нить. Заканчиваем столбиком без накида и 2 воздушными петлями. Дальше сюда в вершину снова накид, протягиваем нить, накид, протягиваем нить. Теперь в основание вот в эту петлю то же самое. Накид, нить, накид, нить. И пропускаем 2 петли и снова делаем то же самое. Накид, нить, накид, нить. Теперь тщательно придерживаем нить, чтобы она не проскочила у нас. Вытягиваем нить через все петли. Потом ставим эту нить на крючок и провязываем столбиком без накида и 2 воздушные петли. В конце ряда
Провязываем столбик без накида в следующую петлю от крючка. Вот такой у нас получился первый ряд. Такие как бы цветочки, но половины, нижние половины цветочков. Петлю эту переставляем на маркер, который у нас сейчас на крючке. Второй ряд. Отступаем 3 петли от вот этой цепочки из воздушных петель и в четвертую привязываемся столбиком без накида и над ним 2 воздушные петли. Следующую петлю от этого столбика начинаем вязать узор. Накид, протягиваем нить и еще раз в эту же петлю накид, протягиваем нить. Вот первая группа из 5 петель на крючке. Теперь отступаем 2 петли и у нас должно получиться прямо в угол. Мы должны провязать в угловую петлю накид, 2 накида, 2 петли, в общем, так же как мы вязали. А дальше по рисунку мы смотрим, где центр у нас цветочка, и туда вяжем накид, петля, накид, петля. Вот так получается. Теперь держим нить, протягиваем нить сквозь все петли, вот эту петлю, которую мы держали, на крючок, подтягиваем нить и вяжем столбик без накида и 2 воздушные петли. Теперь вяжем в эту же вершину, сюда в середину этого цветочка образовавшегося. Затем в середину следующего цветочка. И в середину, в центр следующего цветочка. Теперь уже дальше будет всегда очень хорошо видно, куда мы вывязываем эти петли. Держим нить, протягиваем ее сквозь все петли. Ту нить, которую держали, пересаживаем на крючок, подтягиваем нить и вяжем столбиком без накида и 2 воздушные петли. Следующие петли провязываем вершину сюда, потом вот сюда в основание и вот сюда в следующий центр цветочка. Точно так же держим нить, протягиваем ее через все петли, забираем конец нити на крючок, подтягиваем нить и вяжем столбик без накида и 2 воздушные петли.
Снова в вершину вот сюда, затем в следующий центр цветочка и доходим до маркера. Здесь прямо под маркером в петлю также накид вытягиваем петлю 2 раза и потом забираем с маркера петлю на крючок. Вот у нас 3 группы петель, но мы их не провязываем. Сейчас пропускаем 2 петли. И в третью еще раз накид и петля, накид и петля. В конце ряда у нас 4 группы петель на крючке. И вот теперь все вместе провязываем, также держим нить, протягиваем ее через все эти 4 группы, затем переносим эту нить на крючок, петлю, которую держали, подтягиваем нить, провязываем столбик без накида и 2 воздушные петли. Последнюю петлю переносим на маркер. Вот теперь у нас уже видно узор. Мы уже получили вот такие красивые цветочки. Вяжется каждый ряд по пол цветочка, нижний и верхний. Дальше все вяжется аналогично. Отступаем вот 2 петли, 3 петли и в 4-ю начинаем вязать. Я не буду уже больше повторяться, я просто сейчас еще раз покажу вам, а вы можете замедлить и внимательно посмотреть.
Вот такой узор у нас должен получиться. И всего таких рядов нам необходимо провязать 9. Вяжем вот так примерно вот сюда. Каждый ряд это нам дает пол цветочка. Вот провязали все 9 рядов. И теперь нам нужно сделать обвязку. Поэтому начинаем, протягиваем сюда нить на эту сторону, на начало ряда. И начинаем обвязывать столбиками без накида по краю. Вяжем столбик без накида в каждую петлю. Вот там, где у нас лепесточки длинные такие, вяжем туда 2 столбика. Потом снова в центр цветочка, снова под лепесточки 2 столбика, в центр цветочка. В общем, провязываем все столбиками без накида. В конце ряда вяжем столбик без накида, снимаем петлю с маркера, провязываем их вместе. Дальше продолжаем вязать по рисунку. У нас тут длинные короткие столбики. И вяжем до следующего края переда. Теперь делаем обвязку. Столбик без накида. Две петли пропускаем. И в третью петлю вяжем 5 столбиков с одним накидом.
В одну петлю связали. Теперь 2 петли пропускаем, столбик без накида. Снова 2 петли пропускаем и 5 столбиков без накида, 5 столбиков с одним накидом в одну петлю. Две петли пропускаем, столбик без накида и продолжаем так до конца ряда. Закончили ряд, теперь 2 соединительных столбика. Забираем петлю на изнаночную сторону и фиксируем ее. Дальше можно нить обрезать. Теперь прячем этот конец нити в вязание. И все, наши мокасины готовы. Останется только приклеить стельку, и мокасины можно уже будет носить. Если вяжете на полную ножку, то лучше всего, конечно, ввязать еще в последний ряд резиночку, чтобы они сидели туже. На худенькой ножке они будут хорошо держаться. Вязка очень плотная и практически не растягивается при носке. Вот такие у нас получились мокасины. Я думаю, что они вам понравятся. Друзья, если же вам понравилось это видео, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о других следующих видео. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, я на них обязательно отвечу. Буду рада, если вы поделитесь своими работами. Хороших вам петелек ровных и до новых встреч!